Ровно за год до нападения на Советский Союз, 22 июня 1940 года в Камбьенском лесу, в том самом железнодорожном вагоне, где было заключено унизительное для Германии перемирие со странами Антанты, означавшее конец Первой мировой войны, Третий рейх принял капитуляцию Франции. Из непобежденных врагов оставалась только Великобритания, и для ее разгрома в Берлине готовили десантную операцию. Но ввиду того, что у англичан было полное господство на море, дату начала операции постоянно откладывали. Всем было очевидно, что британский флот просто пустит на дно десантные суда и корабли вторжения. В этой ситуации руководство Германии решило искать выход из стратегического тупика на Востоке. 31 июля 1940 года в своей резиденции Бергхофе на совещании с генералами Гитлер заявил: «Мы не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению. Надежда Англии – Россия, Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии». Несмотря на заключенный ранее в 1939 году пакт о ненападении, Гитлер поручил генералам разработать план военной кампании против Советского Союза. По итогам Советско-финской войны в Берлине невысоко оценивали боевые возможности Красной армии, а также полагали, что репрессии 1937 и 1938 годов нанесли серьезный урон ее командному корпусу. Кроме того, в начале 30-х в рамках дела «Весна» были арестованы 3000 кадровых военных, служивших еще в царской армии и во время гражданской войны, добровольно вставших на сторону советской власти. Во время обсуждения планируемого нападения на СССР часть генералов пытались убедить Гитлера, что ввязываться в войну преждевременно, на что он резко ответил: «Красная армия обезглавлена, ослаблена как никогда. Это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь». 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил план нападения на Советский Союз, названный в честь императора Священной Римской империи Фридриха Барбаросса. Вермахту ставилась задача разгромить Красную армию стремительным продвижением танковых клиньев. Этими клиньями были танковые группы, объединение танковых моторизованных и пехотных дивизий. Для войны против СССР были созданы 4 таких группы во главе с генералами Клейстом, Гёпнером, Гудерианом и Готом. Конечной целью планируемой операции был выход на линию Архангельск-Волга-Астрахань. На итоговом совещании гитлеровские стратеги выразили уверенность, что война займет всего лишь 3-4 месяца. Немецкие войска были разделены на 3 группы армий. Группа армий «Север» должна была наступать через Прибалтику на Ленинград. Группа армий «Центр» через Минск и Смоленск на Москву. Группа «Юг» на Киев и Донбасс. К началу 1941 года немецкая армия, несомненно, находилась на пике своего могущества. Ее дивизии были укомплектованы по штатам военного времени. После захвата Польши и Франции войска интенсивно тренировались, совершенствуя тактику блицкрига молниеносной войны. Главным инструментом, предназначенным для достижения целей, поставленных планом Барбаросса, стали танковые группы. Каждая из них могла действовать самостоятельно в отрыве от основных сил группы армий и предназначалась для развития успеха на решающем направлении. Помимо бронетехники, имелась многочисленная моторизованная артиллерия, вплоть до самых тяжелых калибров, способная надежно подавить противотанковую оборону противника. Имея в большом количестве скоростные артиллерийские тягачи, немецкая артиллерия двигалась за танками, не отставая и не снижая темпа, в то время как Красной армии приходилось таскать тяжелую артиллерию, в основном сельскохозяйственными тягачами, которые едва обгоняли пешеходов. Кроме того, в состав немецких танковых дивизий корпусов входила моторизованная пехота, которая, доехав до поля боя, спешивалась и могла прикрыть фланги. Штабы танковых групп прибыли на советскую границу
еще зимой 1940 года и состояли только из группы офицеров со средствами связи. Прибытие танков планировалось перед началом операции. Размещая у границы пехоту без танков, немцы создавали иллюзию для советского командования, что они просто создают заслон перед высадкой своих войск в Англии. Благодаря просчетам Главного разведуправления Красной Армии к апрелю 1941 года немцам удалось скрытно перебросить на восток 2 из 5 эшелонов пехотных дивизий, запланированных непосредственно для проведения операции «Барбаросса». Только к началу мая советская разведка четко зафиксировала крупную перегруппировку германских войск, но ее цели оценивались двояко. Начальник Главного разведуправления Филипп Голиков докладывал Сталину, что на Западном фронте против Англии немцы сосредоточили 126 дивизий, а на границе с СССР от 120 до 122, то есть практически поровну. Поэтому был сделан вывод, что выдвижение германских войск к советским границам еще не свидетельствует о возможном нападении. Еще с 1934 года Германия вела против Советского Союза воздушную разведку силами группы полковника Теодора Ровеля, делая скрупулезную аэрофотосъемку местности. Подчиненные Ровеля выполнили более 500 полетов, многие из которых проходили на высотах порядка 12 километров, что было недоступно для советской ПВО. Используя полученные сведения, командование сил Люфтваффе до мелочей отработало тактику уничтожения вражеской авиации прямо на аэродромах и захвата господства в воздухе. Между тем, военно-политическое руководство Советского Союза не могло не заметить у своих границ серьезного увеличения группировки вермахта. 25 апреля Сталин получил доклад военного атташе в Германии генерал-майора Василия Тупикова. Тупиков обратил внимание на то, что германские вооруженные силы не провели демобилизацию после победы над Францией, а в германских планах Советский Союз четко обозначен как очередной противник. Сроки начала столкновения, безусловно, в пределах текущего года. Точную дату германского нападения ни Тупиков, ни другие разведчики весной 1941 года назвать не могли. Спустя десятилетия после окончания войны широко распространилось заблуждение, что немецкие планы попадали на стол Сталина едва ли не сразу после их подписания. В действительности никаких похищенных планов не было. Информация от агентуры поступала самая противоречивая. А серьезным недостатком разведки перед войной была слабая аналитическая работа. Порой действительно важные сведения терялись в массе второстепенной информации. В 1941 году значительная часть Красной Армии располагалась в глубине страны и содержалась по сокращенным штатам мирного времени. На границе находились только армии прикрытия, не способные отразить мощный удар главных сил врага. Требовалось 2-3 недели интенсивных перевозок войск, чтобы на границе создать эффективную оборонительную группировку. Критически важной становится информация о дате возможного нападения, но таких сведений нет. 15 мая начальник штаба Георгий Жуков и нарком обороны Тимошенко представили Сталину документ под названием «Соображения об основах стратегического развертывания». В нем предлагается подвести войска из глубины страны ближе к границе. Но любые крупные переброски войск на запад могли быть скрыты немецкой разведкой и интерпретированы как агрессивные намерения. В итоге, взвесив все за и против, Сталин не поддержал военных. Однако советское руководство иллюзий не питало. Страна активно готовилась к войне. Армия от 1,5 миллиона человек выросла до 5 миллионов. На лето 1941 года вооруженные силы находились в середине процесса перевооружения и переформирования. Готовность укрепрайонов на границе составляла в среднем 15-20%. Из трети мехкорпусов большая часть пока еще только формировалась, а личный состав был массой необученных людей без техники. Май 41-го проходит спокойно.
Бои идут далеко от границы. На Средиземном море немцы захватывают Балканы и высаживают десант на Крит. Начинает казаться, что отказ Сталина на выдвижение войск – это абсолютно правильное решение. Стране нужен еще один мирный год. Основным лозунгом становится не поддаваться на провокации. Однако в первой половине июня 41-го маятник снова качнулся в сторону войны. Немцы стали выдвигать границы танковые и моторизованные дивизии. Советское руководство пытается тянуть время. 13 июня выпускается сообщение ТАСС о близости войны между Советским Союзом и Германией. Формально намеками немцев приглашали сесть за стол переговоров, но ответом стало гробовое молчание германского руководства. И реакция Сталина последовала незамедлительно. Войска, находившиеся в глубине страны, получили приказ выдвигаться на запад. Но принятые меры запоздали. До нападения оставалось меньше недели. К 22 июня Красная армия оказалась разорванной на 3 эшелона, разбросанных от западной границы до Днепра. Вечером 21 июня советский агент из немецкого посольства и перебежчики на границе сообщают о полной готовности Германии к нападению. В течение ночи на 22 июня в войска поступает приказ на занятие обороны на границе, однако в последний момент в Кремле вновь решают добавить в него фразу «не поддаваться ни на какие провокационные действия». Это была последняя надежда советского командования выиграть время и оттянуть неизбежное. Но эти надежды не оправдались. Ранним утром 22 июня первыми границу Советского Союза пересекли диверсионные группы полка Бранденбург-800. Переодетые в форму Красной армии, они начали захват мостов через Буг. Немецкие самолеты уже находились в воздухе. Они летели бомбить крупные советские города и ранее разведанные аэродромы. На земле боевые действия еще не начались. Немцы отчетливо понимали, что если бомбардировщики пересекут границу одновременно с началом операции наземных войск, то советская авиация успеет прийти в боевую готовность. В то утро солнце взошло над Москвой в 3 часа 45 минут. К этому времени немецкие самолеты уже выходили на боевой курс. Через 15 минут открылись створки бомболюков, и на города посыпались бомбы. Великая Отечественная война началась. Основные авиаудары наносились по аэродромам и воинским частям. Бомбардировки следовали постоянно одна за одной. После 4-5 налетов многие авиачасти оказались практически уничтоженными. На многих запасных аэродромах велись ремонтные работы. Их взлетные полосы были перекопаны и заставлены техникой. Только в Белоруссии за весь день было потеряно 700 самолетов. Командующий авиацией Западного фронта генерал Капец на истребителе облетел аэродромы своих частей. Увидев страшную картину разрушений, после приземления генерал застрелился. Однако на других направлениях в Прибалтике и Украине потери в авиации были в разы меньше. Советская авиация не была разгромлена в первые минуты войны. Она продолжала воевать, существенно влияя на дальнейший ход боевых действий. В 4 часа 15 минут вперед двинулись немецкие сухопутные части от Заполярья до Черного моря на Советский Союз. Одномоментно обрушились 4 миллиона 300 тысяч солдат, 4 тысячи танков, 42 тысячи орудий. Вся советско-германская граница была окутана дымом и оглушена разрывами снарядов. Первыми наземный удар приняли на себя пограничники и стрелковые дивизии первых эшелонов армии прикрытия. Тем временем отправленные ранее границы войска находились на половине пути в эшелонах или на марше в лесах, став в 150 километрах от границы. Без них соотношение сил сторон не оставляет никаких шансов удержаться в приграничных укреплениях. 100 немецких дивизий атаковали 40 советских. В 4 часа 30 минут в Кремле началось совещание членов Политбюро
с участием военных, Сталин все еще не терял надежд, что это всего лишь провокация. Но сомнения рассеялись, когда через полчаса посол Германии Шуленбург вручил наркому иностранных дел Вячеславу Молотову официальную ноту о начале войны. Первым серьезным препятствием немцев на центральном направлении стала расположенная у реки Западный Буг Брестская крепость. Утром 22 июня крепость подверглась мощному артобстрелу и ударам авиации. Гитлер отводил на штурм укреплений всего 8 часов, но фактор внезапности не сработал. Сражение затянулось на несколько дней. Гарнизон, разбитый на отдельные группы сопротивления, сражался за каждый сантиметр земли. В это же время вторая танковая группа Гудериана обошла Брест с юга и севера и начала переправляться по мостам через Западный Буг. Группа армий «Центр» нанесла 2 удара по доставанию Белостокского выступа, который оборонялся 10-й армией Константина Голубева, четко очертив контуры будущего кольца окружения. Одновременно с этим был нанесен мощный артиллерийский удар по Гродно, после чего последовала атака германской бронетехники. На подступах к Гродно немцев ждал 11-й мехкорпус генерала Дмитрия Мостовенко, имевший на вооружении новые советские танки Т-34 и КВ. Однако неуязвимость 34-ок и КВ в известной степени миф. Для борьбы с ними в боекомплектах немецких танкистов имелись бронебойные подкалиберные снаряды. В них использовались высокопрочные сердечники из вольфрамового сплава. Эти снаряды позволяли поражать КВ с 200 метров, а Т-34 был уязвим с еще больших дистанций. Тем временем в Прибалтике, в полосе Северо-Западного фронта, танки Германа Готта, наступая на Вильнюс, за несколько часов прошли от 50 до 70 километров и захватили мосты у Алетуса и Меркине. Воодушевленный Готт писал: «Явилось большой неожиданностью то, что все 3 моста через Неман были захвачены неповрежденными. Левее двигались части 4-й танковой группы, наносившие главный удар в сторону Риги. На острие войск Гёпнера действовал 56-й моторизованный корпус, который, прорвавшись на стыке 11-й и 8-й советских армий на 60 километров, углубился на территорию Советского Союза. Однако не везде продвижение немцев проходило столь быстро и гладко. Первая танковая дивизия вермахта попыталась в лоб взять небольшой городок Таураге на западе Литвы. Расположенный восточнее города, советский 51-й корпусной артполк открыл мощный заградительный огонь из 152 миллиметровых гаубиц. Немецкие орудия вступили в артиллерийскую дуэль. В это же время противотанковые германские пушки отражали танковую контратаку. К 4 часам дня немцам удалось взять большую часть города под контроль, но последние советские части были оттеснены на северо-восточной окраине Таураги только к полуночи. Ожесточенный многочасовой бой завязался и за небольшой литовский город Гаргаджай, который 61-я пехотная дивизия вермахта вела до самого вечера, понеся в итоге значительные потери. События на юго-западном фронте генерала Михаила Керпоноса развивались чуть менее интенсивно, чем у соседей. Осторожный фон Клейст придерживал ввод танковых дивизий, ожидая, когда пехота прорвет советскую оборону. Для блицкрига необходимы были дороги с твердым покрытием, а они проходили через позиции Владимира-Волынского, Струмиловского и Раво-Русского укрепрайонов. Несмотря на то, что эти укрепрайоны были недостроены, орудия и пулеметы долговременных огневых точек простреливали пространство не только с фронта, но и с тыла, а сами доты были оснащены бронеколпаками. Немецким саперам приходилось под огнем красноармейцев вплотную подбираться к дотам и подрывать двери и бронеколпаки большим количеством взрывчатки, после чего внутрь бросали гранаты или использовались огнеметчики. Ожесточенное сопротивление красноармейцев позволило командованию Юго-Западного фронта выиграть время и подтянуть из глубины стрелковые соединения.
87-я дивизия под командованием генерала Филиппа Алябушева при поддержке 2 танковых батальонов контрударом отбросила части 298-й немецкой дивизии на 10 километров и не допустила прорыв немецких танков от Владимира-Волынского, деблокировав при этом гарнизоны дотов укрепрайона, которые сражались уже в немецком тылу. В половине 8 вечера 41-я стрелковая дивизия генерала Георгия Микушева, усиленная 209-м корпусным артполком северо-западнее Равы Русской, обрушилась на правый фланг германской 262-й пехотной дивизии. Решительный контрудар заставил немцев отступить. Достигнув успеха, Микушев на этом не остановился и также во фланг ударил по 24-й пехотной дивизии вермахта, отбросив ее левое крыло, застрявшее перед советскими дотами, назад к государственной границе. Тем не менее, по итогам дня немцам все же удалось прорваться через советские укрепрайоны и выйти на оперативный простор. Будучи мощнейшей армией мира, Германия опередила Советский Союз в мобилизации и развертывании. В результате Красная армия встретила вермахт в 3 разорванных эшелонах и в процессе реорганизации. 22 июня 1941 года вермахт на широком фронте нанес советским частям прикрытия ряд тяжелых ударов, очертив контуры будущих котлов и окружений. Однако по итогам уже первого дня боев было ясно, что перед ними был совсем другой противник, чем на Западе. Долгий и кровавый путь Красной армии к Берлину начинался именно тогда, в самый первый день войны, но об этом еще никто не знал.